Сны – это бессознательное погружение своего разума в параллельную реальность. Современные технологии шагнули настолько далеко, что каждый человек может оказаться в другой реальности сознательно и при этом даже не растрачивая свое время на бесполезный сон. Эта инновация называется видеоигры. Я решил посвятить этот выпуск современной альтернативе сна – геймингу. Ведь это неотъемлемая часть не только плохой подготовки к ЕГЭ, но и глобальной паутины. Это Дружко Шоу, 9-й выпуск. Show has been planted. Прежде чем садиться играть, каждый уважающий себя геймер серфит интернет. Я решил не нарушать привычный распорядок геймеров и начать этот выпуск с новостей интернета. Благодаря новой функции пользователи ВКонтакте теперь могут примерить маски любимых персонажей. Действительно, сидя в некоторых пабликах ВКонтакте, хочется, чтобы никто об этом не узнал. Поэтому часто в комментариях мы можем наблюдать выяснение отношений между животными и анимешными персонажами. Благодаря этому нововведению, чтобы стать индейцем, не обязательно ехать в Америку. Чтобы стать девочкой, не обязательно смотреть Артема Кей. А чтобы стать животным, не обязательно ждать вечера пятницы. В общем, я не могу не отметить забавность данной функции и похвалить за эту идею Snapchat, Маскарад и Make-up. Ну и ВКонтакте тоже. Верните Дурова. Спартак чемпион. Явлинский идет на выборы. Сергей Дружко – популярный ведущий. Эти факты могут заставить вас думать о том, что вы вернулись в прошлое. Но эта новость вернет вас к реальности. Facebook приобрел патент на технологию, которая поможет распознать настроение юзеров в социальной сети благодаря смайликам и содержанию постов. Меня насторожила эта новость. Так как я уверен, что любому неприятно, когда кто-то посторонний знает, что творится у вас на душе. Если вы, конечно, не Ольга Бузова. Для того, чтобы Facebook не смог ничего о нас узнать, я предлагаю уходить выражать эмоции в другие соцсети. Восхищаться обычным завтраком в Инстаграме, поражаться стадному чувству людей в Нимзосе, гордиться Россией в Одноклассниках. Таким образом, мы не допустим слежку за собой в Фейсбуке, если они не начнут использовать камеры наших устройств. В дальнейшем руководство Facebook планирует использовать камеры устройств для оценки настроения пользователей. Не думал, что это произойдет так быстро. Что ж, смею разочаровать западных разработчиков, ведь российские умы уже давно придумали средства для борьбы и с этой технологией. И это средство – кусочек скотча. Скотч. Разработка КГБ. В выпуске, посвященном миру гейминга, я хотел бы рассказать об одной игре, на которую наткнулся. Многие из вас подумают, что выбор пал на эту игру не случайно, а потому что мне заплатили денег. Но это не так. Ведь рекламодатель не приходит к блогеру дважды через короткий промежуток времени. Если только предыдущая интеграция не была очень успешна. Поэтому все, что я буду сейчас говорить, это мое личное мнение. Я даже подготовил текст. Устал от школьников в компьютерных играх? World of Warships – это та игра, в которой вы не встретите ни одного школьника. Ведь она для взрослых мужчин. В ней все абсолютно бесплатно. Мне так кажется. И нет ничего лишнего. Более того, это единственная в мире игра про военные корабли. Для тех, кто по-настоящему одержим морем и флотом. Я размещу ссылку на игру в описании под этим видео. Но надеюсь, что у создателей этой игры появятся деньги. И в будущем я буду рассказывать про эту игру не то, что думаю, а что меня попросят. Например, о том, как мне подарили Китаками. Игры развивают. Я выяснил, что многие блогеры для пиара своих каналов покупают рекламу у более популярных блогеров. Это называется pre-roll. Поскольку на русском ютубе нет блогера популярнее, чем я, мне придется сделать pre-roll у самого себя.
Хей, друг! Хочу порекомендовать тебе прикольный канал Сергея Дружко. Канал посвящен различной тематике. Прикольные шутки, мистика, Степ Николая Соболева и многое другое. Выпуски выходят каждую неделю. Канал для тех, кто хочет реально быть в тренде самых актуальных новостей. Переходи по ссылке в описании и подписывайся. Динь! Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Этот выпуск я посвятил играм, и было бы странно не развивать тему. Я заметил, что пользователи сети играют не только на компьютерах, но и в мобильниках. К сожалению, в Google Play, App Store и даже в Play Market нет ничего интересного для настоящих блогеров. Поэтому я решил занять эту нишу. И придумал несколько игр. В первой моей разработке вам предстоит управлять злым батей, который защищает свою дочь. Вы должны бить людей, на которых она кричит. По задумке, игра должна научить родительской любви и семейным ценностям. Следующая игра называется Джарио, модификация популярной игры 90-х. Вам нужно перепрыгнуть все препятствия, но по объективным причинам главный герой не может выполнить задание. Заранее предупреждаю, это бесконечная игра, вам ее не пройти никогда. Но напрыгаетесь вдоволь. На примере Благогочи юзеры научатся ухаживать за вымышленными блогерами. Ваша задача — обеспечить каждого блогера всем необходимым. Напоить хомячанского пивом, ресторатора деньгами, а тем, кто выберет Соболька, придется повозиться. Он питается белыми бургерами и очень капризничает, если ему не уделяют внимания каждую минуту. Поэтому его еще надо постоянно хвалить и подкидывать инфоповоды. Голосуйте за наиболее понравившуюся вам игру любым удобным способом. Во всплывающем окне, в комментариях под видео или в VK. Игра, набравшая наибольшее количество голосов, в будущем сможет оказаться в вашем мобильном гаджете. Хисаям. В каждом выпуске мне приходится тратить свою энергию на то, чтобы объявлять следующую рубрику. На этот раз я просто ничего не скажу. Здорово, с вами Лев Шагинян и Биржа мемов. О самом важном и интересном расскажу вам прямо сейчас. Диане Шурыгиной исполнилось 18 лет. Эта новость немного оживила рынок мемных бумаг, но рейтинг Шурыгиной, несмотря на это, остался на донышке. Ждун станет видеоблогером. На фоне этого заявления акции мема немного подскочили, поэтому влепить Луиси Кей в данный период не зашкварно. Остается ждать появления Ждуна на ютубчике. Ставшая уже крылатой фразу «лол кек чебурек» набила на своей руке Кристина Кариева. Ну а что, это очень даже удобно. Теперь, чтобы прокомментить годный мемас, ей достаточно только приподнять левую руку. На подвластной мемам территории все чаще стали появляться мемчанские про птичек. Юные орнитологи не прочь поохотиться на эту дичь. Ну и вот, собственно, на дичь-шкале мы видим, на каких ветках осели пикчи. Предсказанная Зёмой птица злится, пока внизу находится, ну а чуть выше уселись гусь и блэд. По прогнозам мемологов, ветка блэда скоро сломается, а вот позиции гуся и злицы, наоборот, окрепнут. Эксперты советуют втереть этой дичи свою Лукаса. В поблосах ФТП, Борщ и Фоч хейт на казахского рэпера Скриптонита отправил в Голосеево местную подписоту. Причем лайки ставят даже те, кто не знаком с творчеством Скриптоноида. Я же, в свою очередь, советую мемционерам сначала послушать несколько его песен и тогда уже решать, ставить Луиджи или нет. С чем же связано хейтерское отношение к певцу, неясно. Мем-стандарт Казахстана не дал на это никаких комментариев. В заключение небольшой прогноз на следующую неделю. Мем Дароу ворвался в паблики и вполне может затмить Дратути. Я настоятельно рекомендую вкладывать луки в эту собачку. Все свои луцики в нее я уже вложил. На этом у меня все. С вами был Лев Шагинян и Биржа мемов. Ну и в конце мемная мудрость. За двумя рофлами погонишься, ни одного не словишь. На этой неделе в Лос-Анджелесе прошла самая масштабная в мире выставка электронных развлечений – E3, на которой было представлено множество новинок из мира игр. Я едва смог бы сам разобраться в E3. Поэтому позвал самого популярного в России игрового блогера, или, проще говоря, летсплейщика, Юрия Морозилку, сокращенно Фроста. Начнем наш диалог. ГЛ ХФ. Здравствуйте, Фрост. Всем привет. Я знаю, что вы не поехали на E3, а значит, всю неделю завистливо наблюдали за тем, что там происходило. Не могли бы вы рассказать мне самые интересные, на ваш взгляд, события, чтобы я прокомментировал их фразами, которые первые придут на ум?
Вот новости. Microsoft презентовала игровую приставку нового поколения Xbox One X. Надеюсь, они смогут презентовать еще и игры. Известный актер Элайджа Вуд работает над игрой виртуальной реальности. Растет. Sony продали более 60 миллионов экземпляров игровой консоли PlayStation 4. 60 миллионов мам устают звать кушать своих детей. Хорошие новости. Но меня удивило, что вы не вспомнили про игру Detroit Become Human, в которой от каждого решения геймера зависит дальнейший сюжет. Поэтому, так как вы геймер, я решил устроить интервью в стилистике Mass Effect и Heavy Rain. Вы так же, как и ваш друг Иван Гай, начинали с Майнкрафта почти в одно время, но сейчас у вас 6 миллионов подписчиков, а у него почти 12. Что в вас не так? Я думаю, я просто поздно завязал с Майнкрафтом. Все топовые блогеры живут в Москве и Санкт-Петербурге, но многие блогеры-геймеры, в том числе и вы, живут в других городах. С чем это связано? Так, просто я в деревне привык там жить. Там один магазин, одна дорога разбитая, а тут приезжаешь и все большое и страшное. Как вы думаете, что общего между моими подписчиками и вашими? Последний вопрос, который придумал лично я. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Я бы у него спросил, хочет ли он отведать со мной шаурму. Уважаемый Фрост, Юрий, спасибо вам за ваш визит. Надеюсь, еще раз увидеться. У человека должен быть выбор. На этом моему выпуску можно смело написать ГГ. С вами было Дружко Шоу. И напоследок, по традиции, небольшой спойлер. Поскольку мой выпуск был посвящен игровой тематике, то и спойлер будет игры. Counter-Strike. Вначале, после закупки оружия, вы отправитесь на одну из баз. А, либо Б. Чтобы прибыть на нее как можно раньше, вам понадобится достать нож. Клацая его в дороге, вы случайно заденете своего сокомандника и отнимете у него почти все ХП. За такие действия вас убьют ваши же тиммейты. Вы поменяете свой никнейм и вернетесь на сервер. Чтобы искупить свою вину, несколько раундов вы будете пытаться отнимать у своего сокомандника бомбу, чтобы затащить катку в одиночестве и вернуть доверие команды. Но за проявленную инициативу вас снова будут убивать однокомандники и не давать гамать. Никогда не играйте в эту игру, наполненную предателями. На этой неделе президент России Владимир Владимирович Путин отвечал на вопросы жителей России. Мне эта идея понравилась, и я решил ответить на вопросы жителей Ютуба. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем прямую линию с Сергеем Дружко, но, учитывая ошибки телевизионных коллег, смс-ки у нас не будут выводиться на экран. Итак, Сергей, первый вопрос автор прислал нам на видео. Здравствуйте, Сергей. Моя аудитория крайне обеспокоена. Дело в том, что за последний год цены на доставки еды выросли почти в 1,5 раза. В условиях постоянно падающей монетизации Ютуба средний чек на обычную мраморную говядину, филе миньон или какие-нибудь обычные тигровые креветки начинает казаться неподъемным. Ну и, пожалуй, самое ужасное, что, конечно же, касается всех нас, это то, насколько подорожала тольялини с черной икрой и живые устрицы. Сергей, я обращаюсь к вам как к топовому эксперту. Как в условиях жесткого YouTube-кризиса сохранить свое шоу на плаву? Пока я могу посоветовать вам только выпускать видео почаще. Или не брезговать прероллами и построллами. Кризис пройден. Так, я вижу, у нас тут еще один вопрос, снятый на камеру. Внимание на экран. Хотелось бы поднять вопрос хороших дорог. Дело в том, что их становится все меньше, а следовательно и возможности снимать наши блоги тоже. В этом вопросе не стоит ждать помощи государства. Предлагаю всем блогерам скинуться и отремонтировать километр дороги в пределах МКАДа.
на которой все и будут снимать свои блоги. Так, Сергей, у нас сегодня прям изобилие какое-то видео вопросов. На очереди еще один. Здравствуйте. Сергей, мы, команда Клик-Клак, так же, как и вы, любим снимать интересный и качественный контент, который постоянно попадает в тренды. Но даже у нас иногда заканчиваются идеи, что мы только не перепробовали, и друг над другом издевались, и над всем Ютубом уже поиздевались, и даже Усачева взяли. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Может быть, взять какие-нибудь хайповые темы? Я как эксперт в области хайпа могу дать один совет. Идите по протоптанной дорожке. Для начала, чтобы получить хайп, нужно избавиться от Гурама. Опять? Но я не думаю, что вы способны на такой подлый поступок. Поэтому сделайте просто ролик с моим участием. Ладно, хорошо. Так, и еще один вопрос у нас присланный на видео. Здравствуйте, Сергей. Обращаемся к вам с периферии Ютуба. Дело в том, что на нашем канале Мед всего лишь 225 тысяч подписчиков. Подскажите, пожалуйста, что вы делали, когда на вашем канале было 225 тысяч подписчиков? Ну, в ту минуту, а точнее секунду, когда у меня было 225 тысяч подписчиков, я начинал пить чай. Я выпил полкружки, а у меня уже 500 000. Попробуйте попить чай. Ну что ж, а вопросы, придуманные нашими авторами, подходят к концу. Поэтому, Сергей, давайте перейдем к главному вопросу. Подходят к концу ваши 2 месяца на Ютубе. Будете ли вы оставаться на новый срок? Знаете, пока я чувствую в себе силы, пока понимаю, что приношу Ютубу пользу, я буду продолжать. Сергей, спасибо. Прямая линия с Сергеем Дружко завершается. Ну и, конечно, большое спасибо всем нашим зрителям за внимание. Ну и помните, кек от Лола недалеко падает. Просто 2 варианта было в этот раз. Решил здесь сказать.